Приветствую всех, дорогие друзья! В этом видео я, как всегда, собрал самые интересные новости железа, так что не забудьте досмотреть его до конца и прожать в поддержку палец вверх. И только с вашего позволения я начну со свежих подробностей про RTX 4000. Капитесим Кими поведал, что спецификации RTX 4080 и 4070 снова изменились, но в этот раз обновление касается только требований к питанию. Теперь сообщается, что RTX 4080 будет потреблять 320 Вт вместо ранее озвученных 420, а RTX 4070 будет кушать 285. Однако стоит понимать, что это не значение TDP, а полное потребление всей карты, поэтому значение на бумаге может быть еще ниже. Также немного позже Капитесим Кими поделился интересными подробностями про частоты 4070, и по его словам, эта модель получит базовую частоту 2310 МГц с бустом до 2610. Но все мы знаем, что Nvidia всегда заявляет частоты ниже реальных, поэтому инсайдер обозначил максимум как 2800 МГц. В любом же случае нас ожидает огромный прирост по частотам, так как даже 3070 имела частоты примерно на 700 МГц меньше. Такие частоты вместе с возросшим числом CUDA ядер должны дать RTX 4070 целых 40 терафлопс, и чисто в теории карта может быть в 2 раза быстрее 3070. Однако не стоит забывать, что количество терафлопс нельзя сравнивать с частотой кадров в играх, поэтому логично, что там прирост будет немного меньше. При этом потребление по сравнению с 3070 вырастет всего на 45 Вт, что вполне адекватная плата за возросшую производительность. Помимо этого, другой инсайдер рассказал о спецификациях какой-то модели на основе платы PG-139-340 с 20 гигабайтами памяти. Это однозначно модель из топового сегмента, которая получит 14848 ядер CUDA и флагманский чип AD102. Если же учитывать, как часто Nvidia меняет характеристики, то скорее всего именно такой же модели мы никогда не увидим. Но с другой стороны, это вполне может быть RTX 4080 Ti, так как изначально 20 гигов памяти уже тестировались для 3080, и для зеленых это не в новинку. Также хотелось бы напомнить, что вы всегда можете стать спонсором канала через Boosty и спонсорство на YouTube, или же через единоразовый донат на карту. Увы, монетизация с моего канала сейчас составляет порядка $100 в месяц, и на эти деньги, к сожалению, семью не прокормить. Поэтому, если у вас есть возможность поддержать таверну новостей, то я буду вам очень признателен, и надеюсь, когда-то все вернется на круги своя. Ну а всем, кто поддерживает канал, я как всегда говорю огромнейшее спасибо, и полетели уже к новейшим продуктам AMD. Характеристики памяти DDR5 для настольных процессоров Ryzen 7000 были раскрыты утечкой BIOS от Gigabyte. Некоторые энтузиасты, в том числе создатель инструмента Hydra, поспешили проанализировать данные и обнаружили много всего интересного. В BIOS подтверждается наличие технологии AMD Expo, которая является аналогом Intel XMP 3.0 для памяти DDR5. Причем новая утечка подтверждает, что Expo будет поддерживать два основных профиля, ориентированных либо на пропускную способность, либо на низкую задержку. Еще интересной деталью является максимальная частота Infinity Fabric, которая, как сообщается, достигает 3000 МГц. Это означает, что в теории DDR5 6000 будут отлично поддерживаться, но не исключено, что это просто значение переключателя в BIOS. Также ресурс VCCF Tech отмечает, что частота 6000 МГц будет наилучшим значением для игр, а для более скоростных планок придется включить делитель. Другими словами, они говорят, что 6000 МГц это как 4000 для нынешнего поколения на Zen 3. Также процессоры Ryzen 7000 в боксовой версии получат новый дизайн упаковки, о чем поведал ресурс VideoCards. По их данным, изображение упаковки показали на внутренней презентации AMD, и ее должны получить пока только камни серии Ryzen 9. Как пишет VideoCards, на данный момент неизвестно, получат ли такую же коробку более младшие серии, или им все же сделают немного другие. Еще источник, предоставивший изображение упаковки, поделился информацией о ценах на некоторые модели чипов AMD. Утверждается, что рекомендованная цена Ryzen 7 7700X будет аналогична цене Ryzen 7 5700X на старте продаж. Ryzen 7 800X окажется чуть дороже 5800X, а стоимость моделей Ryzen 9 будет выше, чем рекомендованная стоимость аналогичных моделей на Zen 3. Американская компания Micron заявила, что объем выручки по итогам текущего квартала может оказаться ниже, чем прогнозировалось ранее. В официальном заявлении Micron сообщила, что с момента последнего прогноза спрос на DRAM и флеш-память NAND продолжает неуклонно снижаться. Компания ожидает, что сложные условия продолжат сохраняться в течение 2 следующих кварталов, то есть как минимум до конца текущего года. И если 1,5 месяца назад Micron рассчитывала по итогам последующих 3 месяцев получить выручку в размере от 6,8 миллиардов до 7,6, то теперь компания предупредила о том, что выручка окажется в районе нижней границы этой оценки.
Причем интересно, что Micron объявила о снижении прогноза по квартальной выручке через день после того, как компания Nvidia сообщила, что квартальные продажи окажутся значительно ниже ожиданий. Таким образом, можно предположить, что падение спроса на видеокарты нанесло удар и по производителям памяти. Также рыночная ситуация заставила аналитиков агентства TrendForce пересмотреть свой прогноз относительно рынка потребительской памяти DRAM в сторону еще большего снижения. Если изначально падение цен в этом квартале прогнозировалось на уровне от 8 до 13%, то сейчас эксперты называют диапазон от 13 до 18%. Как отмечают в TrendForce, южнокорейские производители чипов DRAM в условиях растущего объема выпуска продукции и одновременного падения спроса начали активно снижать цену для стимуляции закупок. Поэтому остальным производителям ничего не остается, кроме как следовать их примеру, или они рискуют остаться без выручки. Но даже несмотря на это, аналитики считают, что у производителей не получится реализовать текущие запасы чипов DRAM к четвертому кварталу. В результате цены на потребительскую память продолжат снижаться быстрыми темпами, и в четвертом квартале чипы DRAM подешевеют еще на величину от 3 до 8%. Китайская компания Biren Technology представила графический процессор BR100 для высокопроизводительных вычислительных систем. Нам обещают производительность до 1024 терафлопс в 16-битных операциях с плавающей точкой и до 2048 терафлопс в 8-битных целочисленных операциях. BR100 – это флагманское решение компании, использующее 7-нанометровый техпроцесс производства и технологию 2,5D упаковки CoWoS компании TSMC. Самое интересное, что производительность BR100 выше, чем у Nvidia Ampere A100, но примерно в 2-2,5 раза ниже, чем у новейшей архитектуры Hopper. Максимальное превосходство над Nvidia Ampere заявляется при работе с 32-битными числами с плавающей точкой, где BR100 может предложить производительность на уровне 256 терафлопс против 19,5 терафлопс у решения Nvidia. Помимо флагмана, китайская компания представила также графический чип BR104, который предлагает урезанные вдвое характеристики и примерно вдвое меньшую производительность. Данный чип может использоваться в составе карт расширения формата PCI-Express с показателем энергопотребления до 300 Вт. Если же говорить более простым языком, то на рынке появился достойный китайский конкурент для решений Nvidia, однако до Hopper он все же не дотягивает. На этой неделе Иран сделал первый официальный заказ на импорт товаров на $10 миллионов в криптовалюте. Ожидается, что такой подход позволит обойти санкции США, наносящие ущерб экономике государства, о чем пишут сетевые источники со ссылкой на местное информационное агентство Tasnim. По сути, этот заказ товаров на импорт стал первым шагом на пути Ирана к торговле с помощью цифровых активов в обход глобальной финансовой системы, где царствует сейчас американский доллар. Это также позволит вести товарооборот с другими странами, находящимися под экономическими санкциями США, такими как Россия. Однако, какая именно криптовалюта использовалась в рамках конкретного заказа на импорт товаров в Иран, к сожалению, не уточняется. Еще недавно представитель Ирана написала, что к концу сентября использование криптовалюты смарт-контрактов будет широко применяться во внешней торговле с целевыми странами. И стоит напомнить, что США ввели практически полное экономическое эмбарго в отношении Ирана, включая полный запрет на любой импорт в нефтяном, банковском и судоходном секторе. Таким образом, мы наглядно видим, как еще можно применять криптовалюту, в отличие от создания всяких бесполезных игр на основе эфира. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также еще раз хочу сказать отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!